Волки всегда играли важную роль в экосистеме Йеллоустонского парка. С момента его основания в 1872 году волки обитали на этой территории, придавая ей уникальную экологическую окраску. Однако к 1926 году в результате интенсивного преследования и охоты их численность была практически сведена на нет. Изначально волки могли еще встречаться в различных уголках парка, но в условиях охоты и недопонимания их роли в экосистеме они легко становились добычей человека. Исчезновение волков в этом культовом парке стало символом более широкой проблемы, связанной с человеческим вмешательством в природу. С началом активной колонизации этих земель европейцами волки оказывались под угрозой. Местный абориген, коренные жители, которые уважали волков и включали их в свои легенды и ритуалы, становились все более уязвимыми к изменениям, вносимым колонистами. Последние относились к волкам с неприязнью и стремились избавляться от них любой ценой, что привело к полному истреблению устойчивых стаи. Именно с исчезновением волков начались огромные изменения в целостности экосистемы, которые стали видимыми не только на уровне отдельных видов, но и в более широком коридоре природных закономерностей. Истребление волков оказало экосистеме парка разрушительное воздействие, которое продолжается до сих пор. Для коренных американцев волки были не только символом, но и важными участниками их культуры. Тем временем европейские поселенцы, отказываясь видеть положительный вклад волков в экосистему, принесли с собой неприязнь и желание избавляться от них. Это привело к стремительному сокращению численности волков и, в конечном итоге, к их почти полному уничтожению на территории Соединенных Штатов. Исчезновение волков привело к тому, что популяция вопити, лося, начала стремительно увеличиваться. Подавляющее большинство этого вида было без контроля и начали активно размножаться, что повлияло на растительность парка. Без естественного хищника, который контролировал бы популяцию, вапити начали поедать молодые деревья и кустарники, что ухудшило состояние лесов и привело к основной проблеме экосистемы – эрозии почвы. Нехватка плотных и здоровых лесов привела к исчезновению множества других видов, которые зависели от этого обилия растительности, что создало гипотетический каскад катастроф, нарушая взаимосвязь между всеми обитателями парка. Проблемы, вызванные отсутствием волков, имели свои корни в нежелании предыдущих поколений принимать естественные процессы в экосистеме. Без контроля со стороны волков популяция вапити стала стремительно расти, что повлияло не только на растительность парка, но и на всю экосистему в целом. Лоси начали активнее питаться кустарниками, поедая молодые деревья, такие как осина и ель, что, в свою очередь, привело к эрозии почвы и потере биологического разнообразия. Эрозия почвы значительно ухудшала условия для роста и существования других видов, что дало старт множеству проблем в экосистеме. Приведенные изменения также негативно сказались на популяции бобров и других животных, которые требовали более сложных и богатых экосистем для своего существования. Поскольку куски леса постепенно исчезали, бобры лишились мест обитания и источников пищи, что также сказалось на их численности. Таким образом, исчезновение волков вызвало цепную реакцию, которая привела к ухудшению здоровья и жизнеспособности всей экосистемы, оставив множество пустых мест для других видов и лишив парк его былого великолепия. Ошибочные попытки контроля популяции вапити со стороны людей оказывались неэффективными и лишь усугубляли ситуацию. На протяжении 20 века различные меры были приняты для того, чтобы контролировать популяцию лосей, включая отстрел и другие методы управления. Однако такие меры, как правило, срабатывали только временно
и не приводили к долгосрочному улучшению состояния экосистемы. В 1960-х годах контроль был полностью прекращен, что только увековечило проблему чрезмерной численности популяции в Упити. Как показали исследования, инвазивные меры не смогли решить проблему, и в результате популяция в Упити вновь начала расти, что усугубило уже существующие проблемы с экосистемой парка. Идея об экологии страха, которая возникла в начале 21 века, стала интересным подходом к пониманию того, как волки и другие хищники влияют на своих жертв. Согласно этой теории, хищники воздействуют не только физически, но и психологически, заставляя жертвы адаптироваться и менять свое поведение. Это открытие стало началом нового этапа дискуссий об экологии и восстановлении баланса природы. Важным шагом к восстановлению природного порядка в Йеллоустоне стало решение о возвращении волков, принятое Конгрессом США в 1991 году. Несмотря на то, что эта идея подвергалась серьезной критике, особенно со стороны владельцев ранчо, решение продолжало набирать популярность среди экологов и защитников природы. Споры и недовольство со стороны фермеров, которые опасались, что волки будут угрожать их домашнему скоту, создали мощное отрицательное давление на программу. Тем не менее, 14 волков были выпущены в парк в 1995 году, и результаты этого эксперимента стали настоящим открытием для научного общества. К моменту реинтродукции волков в парк многие исследователи уже имели достаточно данных о том, как волки могут повлиять на экосистему. На начало процесса акклиматизации волков ученые отмечали, что они быстро адаптировались и начали размножаться. К 1996 году популяция волков возросла до 31 особей, и началась реальная работа по изучению их влияния на популяцию вапити. Первоначальные наблюдения показали, что волки стремительно начали контролировать численность лосей, тем самым возвращая экосистеме ее естественный баланс. К 2000 году успех реинтродукции волков стал очевидным. В парке насчитывалось уже 8 волчьих стай и 119 особей. Увеличение числа волков стало камнем преткновения в дискуссиях о том, как потенциальное укрепление их популяции может изменить не только флору, но и фауну парка. За несколько лет волки начали вести охоту на вапити, что стало важным фактором в контроле популяции. Они стали оказывать заметное влияние на биологическое разнообразие, способствуя восстановлению растительности и увеличению богатства жизни в парке. Это возвращение волков стало настоящей сенсацией, но также привело и к новым вызовам. Наблюдения показали, что, находясь в естественной среде, волки не только существенно уменьшали популяцию вапити, но и постепенно изменяли поведение других животных, таких как койоты и бобры. В целом, экосистема оказывалась на пути к восстановлению, демонстрируя, как важны хищники для поддержания биологического баланса. После возвращения волков экосистема начала медленно, но уверенно восстанавливаться. Население вапити, которое неконтролируемо разрастилось без болезни, стало постепенно снижаться. По данным исследователей, волки стали убивать в среднем 22 вапити в год, что значительно способствовало изменению в флоре и фауне парка. Со снижением численности лосей пришли позитивные изменения, такие как восстановление растительности, что, в свою очередь, привело к улучшению условий для других видов. Примечательно, что присутствие волков создало условия для того, чтобы пастбища стали более разнообразными и насыщенными растительностью. Вапити, испуганные хищниками, начали мигрировать в менее благоприятные для них места, позволяя другим видам снова проявить свои способности к выживанию.
Это дало шанс чередованию и разнообразию животного мира. Как результат, в парке наблюдалось устойчивое снижение эрозии почвы и значительный прирост растительной жизни. Успешная реинтродукция волков имела значительное влияние и на другие виды в экосистеме. Например, спустя время после возвращения волков популяция койотов сократилась почти вдвое. Это привело к возрастанию популяции лис и увеличению численности кроликов и мышей, поскольку исчезли конкуренты. Для многих видов это создало дополнительные шансы на выживание, так как экосистема снова начала обретать баланс. Кроме того, волки также способствовали росту популяции бобров, которые играют ключевую роль в экосистеме. Увеличенный численный состав бобров стал важным фактором в восстановлении водоразделов и экосистемы в целом. Бобры стали создавать все больше плотин, что, в свою очередь, привело к созданию новых подходящих условий для жизни около водоемов. Со временем произошло не просто улучшение биоразнообразия, но и общее восстановление природного ландшафта и качества жизни этих животных. Возвращение волков в Йеллоустонский парк также оказало значительное экономическое влияние на регион. Вдохновленные возможностью наблюдения за этими хищниками, туристы стали приезжать в парк в больших количествах, что в значительной степени улучшило экономическую ситуацию в регионе. По данным исследований, этот туристический ажиотаж принес более 30 миллионов долларов в местную экономику. В 2013 году пригласительная программа для туристов, занимающихся наблюдением за волками, приносила около 43 миллионов долларов ежегодно. Туризм стал важнейшим источником дохода для местных жителей, а также способствовал экономическому развитию инфраструктуры. На фоне этого новые бизнесы стали открываться в сфере экотуризма, создавая рабочие места и улучшая условия жизни людей в окрестностях парка. Успех программы наблюдения за волками показал, что сохранение дикой природы может не только обогатить экосистему, но и стать основой для устойчивого экономического роста. Несмотря на сохраняющиеся опасения со стороны владельцев ранчо о возможном вреде, причиняемом волками, научные исследования показали, что потери домашнего скота из-за диких хищников составляют менее 1% от всех потерь. Это открытие дало надежду на то, что переработка представлений о волках и их месте в экосистеме может улучшить общее отношение к ним. Интересно, что исследования показали, что 74% населения стали более терпимыми к волкам, видя в них ключевых участников биологического разнообразия и восстановительных процессов. Тем не менее, в январе 2025 года парк получил серьезный удар, потеряв волчицу-матриарха, которая возглавляла стаю с 2016 года. Этот трагичный инцидент вызвал новые волнения среди защитников окружающей среды и подчеркивал важность сохранения всех составляющих экосистемы. Потеря такой важной фигуры, как волчица 907МФ, снова поставила под сомнение будущее популяции волков и восстановление парка за предстоящие годы, в то время как развивающийся конфликт интересов продолжает оставаться актуальным. С быстрыми изменениями в подходах к управлению популяцией Департамент рыболовства, дикой природы и парков Монтаны предложил сократить численность волков до 450 особей. Это решение вызвало широкий общественный резонанс, и его обсуждение обострилось. Правительство планировало использовать ловцов и охотников для реализации этой программы, что встречало как поддержку, так и неприязнь среди местных жителей. Новые законопроекты позволили охотникам отстреливать волков без ограничений, вводя также использование приманок и ночного освещения для применения методов охоты. Такое расширение охоты на волков
вызывает массу споров о правильности и целесообразности действий властей. Страх перед уменьшением популяции лосей и оленей стал мощным оппонентом для сторонников сохранения волков. Скотоводы начали поднимать вопрос о финансовых потерях и внедрять аргументы, которые направлены на управление численностью волков для своих интересов. В то же время этот процесс привел к критике со стороны защитников природы, которые опасаются, что такие меры могут снова поставить под угрозу восстановление экосистемы. Причины, приведшие к необходимости контроля популяции волков, стали более комплексными с течением времени. Некоторые сельскохозяйственные производители утверждали, что волки создают серьезные риски для их скота, поднимая вопрос о своих финансовых затратах. Однако важно отметить, что большинство исследований демонстрируют, что волки оказывают преимущественно положительное влияние на экосистему, помогая поддерживать популяцию других видов в пределах нормальной численности. Тем не менее, вопрос об охоте на волков остается постоянным предметом обсуждений и споров. Критики предостерегают о потенциальных последствиях, указывая на важность изучения и понимания ролей волков в экосистеме. При этом другие видят в этом лишь возможность контроля популяции огромного числа животных, таких как лоси и олени. Сложный баланс интересов между сторонниками волков и аграриями ведет к постоянным конфликтам. С учетом всех этих факторов, экологическая обстановка в Йеллоустоне требует особого внимания к последствиям любой программы, связанной с отстрелом волков. Одной из наиболее обсуждаемых концепций, связанных с влиянием волков на экосистему, является теория экологии страха. Долгое время считалось, что волки создают стрессовые условия для своих жертв, что может существенно ухудшать их здоровье, а в будущем снижать потомство. Однако недавние исследования ставят под сомнение эти ранее независимые управленческие подходы. Ученые начали пересматривать теории и подходы к пониманию экосистемы Йеллоустона, что стало основой для новых обсуждений о воздействии хищника на жертву. Научные работы, проведенные с 1999 по 2019 годы, продемонстрировали, что воздействие волков на популяцию лосей оказалось даже менее значительным, чем считалось ранее. Это открытие изменило понимание роли волков в экосистеме, указывая на то, что самцы лосей могут избегать мест, где волки убивали других животных, но самки не реагировали так же остро, за исключением зимнего периода. Более того, уровень численности лосей снижается под воздействием других хищников и охотников, что говорит о необходимости более комплексного подхода к изучению экосистемной взаимозависимости. Возвращение волков в Йеллоустонский парк стало важным шагом к восстановлению экосистемы, предоставив уникальную возможность увидеть, как хищники могут влиять на динамику животного мира и сдерживать разрастание популяций. Это стало значимым экспериментом, во время которого была продемонстрирована критическая важность хищников для поддержания баланса в экосистемах. Данный процесс показал, что взаимодействие между видами может быть сложным и многоуровневым, в то время как в отношении к волкам и их численности возникает необходимость в более глубоком осмыслении всех этих вопросов. Произошедшие изменения служат важным напоминанием о том, насколько легко экосистема может быть нарушена, когда мы забываем об ее природе. Необходимость сбалансированного подхода в управлении популяциями волков, в то же время как местные жители и фермеры смогут видеть в них не врагов, а значимых участников природного порядка, становится актуальной темой для обсуждения. Экологические изменения, произошедшие в Йеллоустоне за последние несколько десятилетий, подчеркивают важность жизненного цикла, что находит отражение в надежде на дальнейшее восстановление и сохранение нашего окружения для будущих поколений.